В сентябре 1969 года в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области велись разработки каменноугольного пласта. В одном из карьеров на глубине 70 метров нашли двухметровый саркофаг из мрамора. Подрывник Иван Карнаухов был первым, кто увидел этот предмет. Он выбрался из шахты и сообщил руководству о странной находке. Саркофаг удалось поднять на поверхность, вокруг него сразу же столпилось много людей. Когда крышку сдвинули, все увидели тело женщины. На вид ей было около 30 лет. На ней было красивое платье, волосы заплетены в косу, а ее глаза были насыщенного голубого цвета. Рядом с ее головой лежала небольшая черная коробка. Но всех поразило то, что тело было погружено в какую-то прозрачную розовую жидкость. Через несколько часов после находки в Ржавчик прибыли военные. Они хотели погрузить саркофаг в большой вертолет, но он оказался слишком тяжелым. Тогда из него решили слить раствор, а уже в следующую секунду тело красавицы начало чернеть и будто сморщилось. Жидкость вернули в саркофаг, чтобы восстановить прежний облик мумии. Еще через несколько часов мраморную гробницу погрузили в вертолет. С тех пор о ней ничего не было слышно. Говорят, что в тот день сотрудники КГБ переписали по именам и фамилиям всех очевидцев и приказали молчать о случившемся. Дело о тисульской красавице сразу же отметили грифом «секретно». Через несколько дней в местном доме культуры выступал некий ученый, имя которого не называется. Якобы он рассказал, что платье красавицы шито из неизвестного материала, аналогов которому еще не изобрели. А еще он рассказал любопытным жителям Ржавчика, что возраст найденной мумии составляет 800 миллионов лет. Получается, она на сотни миллионов лет старше динозавров. А еще старше первых месторождений угля в Кемеровской области, которым не более 340 миллионов лет. Именно на этот момент и обратили внимание ученые. Как может саркофаг быть спрятан в слоях угля, которые возникли на сотни миллионов лет позднее, чем само захоронение? Все это стало известно в 2019 году, когда истек 50-летний срок секретности. В шоу Андрея Малахова несколько жителей села Ржавчик и историки попытались разобраться в том, насколько реальной была сама находка. По словам историка спецслужб Валерия Малеванного, он лично видел секретные документы о тисульской принцессе, коды работал в 90-е в архиве КГБ. В интервью Малеванный утверждал, что в 1972 году Юрий Андропов, руководивший КГБ, приказал остановить все шахтерские работы в том месте, где нашли саркофаг. В 1973 году этот район оцепили, а раскопки проводили военные археологи. По словам Малеванного, тогда нашли еще 2 гробницы. Все данные о них тоже были под грифом «секретно». Среди участников шоу были и жители деревни Ржавчик. Когда тисульскую принцессу обнаружили, все они были детьми, поэтому о мумии узнали лишь от своих родителей и из года в год передавали только их слова. В деревне Ржавчик установлена памятная табличка в честь находки, а на указателе написано место рождения легенды. Вероятно, легенда здесь ключевое слово. Ведь до сих пор неизвестно, куда отправили мумию тисульской красавицы и где она сейчас, если вообще существовала. Нет ни одного доказательства, ни одного артефакта, который бы указывал на реальность этой находки. Но сама легенда звучит красиво. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.